Вы давно просили сделать фильм по этой истории. Я постарался собрать воедино всю имеющуюся информацию. Не забудьте поставить лайк этому фильму и написать комментарий со своим отношением к данной истории. Большое спасибо за ваши донаты. Напоминаю, что все материалы, использованные при создании фильма, указаны в титрах в конце. Приятного просмотра. Невеста была одета в белое свадебное платье ниже колен с длинными кружевными рукавами. На женихе был накрахмаленный тюремный костюм, штаны были немного длинноваты, полы рубашки торчали наружу. Она сияла. Он нервничал. Церемония состоялась 3 октября 1996 года в большой главной комнате для свиданий с серыми стенами в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин. Невеста, 41-летняя Дарин Лаой, была внештатным редактором журнала, имела степень бакалавра по английскому языку и обладала уровнем интеллекта 152 пункта. Ее жених был серийным убийцей и насильником. Содержался в камере смертников в ожидании казни. 7 годами ранее, в 1989 году, он был осужден по 43 пунктам обвинения, включая 13 убийств. Но у властей были веские основания полагать, что он совершил еще несколько убийств. Более года, начиная с весны 1985 года, жители округа Лос-Анджелес жили в страхе перед неизвестным маньяком, что вынуждало многих изменить свой ночной образ жизни, устанавливать более качественные замки на двери и окна и вкладывать средства в электронные системы безопасности. Газеты окрестили его ночным охотником, потому что он всегда нападал ночью, как вампир. Комната для свиданий в Сан-Квентин с ее рядами оранжевых пластиковых сидений, привинченных к полу, и различными торговыми автоматами, выстроившимися вдоль одной стены, в тот день была переполнена другими заключенными и членами их семей, пришедшими в назначенный день свиданий. Многие из них глазели на печально известного заключенного и держались на расстоянии, хотя ночной охотник казался значительно менее свирепым, чем тогда, когда он напугал всех присутствующих в зале суда на своем длительном судебном процессе в 1989 году. Вместо своих фирменных темных очков, ночной охотник, которому на данный момент исполнилось 36 лет, носил круглые корректирующие очки. Он двигался немного нерешительно и казался находящимся не в своей тарелке. Длинноволосая брюнетка, мечтавшая стать невестой ночного охотника, впервые связалась с маньяком после его ареста в 1985 году и написала ему почти 75 писем во время его заключения. В конце концов он сделал ей предложение в 1988 году, но тюремные правила отложили их свадьбу. Другие женщины пытались украсть у нее возлюбленного, навещая его в тюрьме и осыпая всевозможным вниманием. Дорин часто сталкивалась с ними, когда тоже приходила в комнату свиданий. А одна женщина даже угрожала ей физической расправой, если Дорин не бросит свои намерения насчет ночного охотника. Но Дорин упорствовала, и в конце концов, она заполучила своего мужчину. Она утверждала, что была девственницей на момент их свадьбы, и их брак не изменит этого, потому что супружеские свидания не разрешены для заключенных, приговоренных к смертной казни. Возлюбленного же влекло к ней именно потому, что она была девственницей. Дорин выросла в католической семье, но считала себя агностиком и могла найти общий язык с будущим мужем, исповедовавшим сатанизм. Когда она выбирала обручальные кольца, она купила себе золотое кольцо, а своему будущему мужу платиновое. Сатанисты не носят золото, объяснял ей возлюбленный. Церемония бракосочетания началась в 11 часов 10 минут и проводилась преподобным Вейстером, который в то утро соединил узами брака еще 2 женщин и их заключенных женихов. В церемонии бракосочетания присутствовала сестра ночного охотника, Рут, его брат Джозеф и несовершеннолетняя дочь Джозефа. Ночной охотник предупредил свою племянницу, чтобы она надела юбку подлиннее. Он знал, что другие заключенные будут пялиться на нее. Пока пара произносила свои клятвы, Дорин распирала от радости и счастья. Ее долгожданная мечта наконец сбылась. Она становилась миссис Ричард Рамирес. Разумеется, Дорин решила не верить множеству доказательств, предоставленных на суде над ее мужем, особенно показаниям, описывающим его ужасные методы. Ричард Рамирес обычно приходил ночью, прокрадываясь в спальни своих жертв. С мужчинами, как правило, он расправлялся быстро, обычно пулей в голову. Женщин он оставлял в живых, чтобы поразвлечься с ними после того, как дом был обыскан на предмет ценностей. После изнасилований и пыток над женщинами, иногда многочисленных, он чаще всего убивал их, или по крайней мере пытался убить. Удивительно, но некоторым из его жертв удалось пережить его жестокие издевательства.
Из всех серийных убийц, заполонивших современный мир, Ночной охотник был, пожалуй, самым сенсационным на момент совершения своих преступлений. Он был живым кошмаром, призраком, который вторгался в спальни и вырывал невинных людей из их снов. Его методы были достойны голливудских фильмов ужасов 18+. Он был убийцей, специально выращенным для своего главного охотничьего угодья – Лос-Анджелеса. Скорее всего, столь, мягко говоря, странное желание Дарин Лауэй выйти замуж за жестокого серийного убийцу могло отпасть после ряда консультаций с психотерапевтом. К счастью, сейчас такую консультацию можно получить, не выходя из дома. В этом может помочь сервис Ясно. Ясно – это первый и к тому же самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Сервис существует с 2017 года. За это время его психотерапевты провели более 1 миллиона сессий и помогли большому числу людей. И прямо сейчас я попробую зарегистрироваться на сервисе, подобрать себе психолога и пройти первую сессию. Потому что, судя по ряду комментариев, у автора канала есть какие-то проблемы в этом плане. Вот это мы сейчас и выясним. Для меня это был первый опыт общения с психологом. Что понравилось лично мне? Во-первых, простая регистрация без миллиона ненужных вопросов и ввода тонны личных данных. Во-вторых, выбор удобного мне времени и понравившегося мне специалиста. Подстраиваешься не ты, а подстраиваются под тебя. В-третьих, предоставляются категории тем для консультации. Я выбрал выгорание на работе и периодическое отсутствие мотивации. Да, эти темы иногда меня волнуют. На консультации мы обсудили, что может помочь конкретно в моем случае. Подумать над тем, как правильно расставить приоритеты в рабочем процессе. Помнить о необходимости отдыха и перерывов в работе. Специалист помог определить причины отсутствия мотивации и подсказал, как их устранить. Что ж, теперь надо осмыслить все и приступать к работе над этим. Честно говоря, раньше я немного скептически относился к подобного рода терапии. Но теперь вообще не жалею о подобном погружении. Возможность поработать со специально подобранным психологом теперь есть у каждого из нас. И такой возможностью не просто нужно, а крайне необходимо воспользоваться. Особенно в 2022 году. Если вы переживаете, что на вас станут косо смотреть после участия в сессии, волноваться не нужно. Лучше вовремя позаботиться о своем ментальном состоянии. А теперь самое интересное. Стоимость консультаций. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем оффлайн-сессии. В Ясно есть парная психотерапия. Для партнеров, коллег, друзей, родителя и ребенка не младше 16 лет. Такая сессия длится 1,5 часа и стоит 4850 рублей. Чтобы вам было проще решиться на прохождение консультации, Ясно дает скидку 20% всем зрителям канала по промокоду MYSTERIES. Данный промокод можно привязать только перед бронированием первой сессии. Промокод и ссылка будут в описании. В 1978 году 18-летний Рикардо Лейва, также известный как Ричард Рамирес, переехал в Южную Калифорнию из своего родного города Эль-Пасо, штат Техас. Он бросил 9 класс и жил жизнью бездельника, курил марихуану и питался дешевой некачественной едой. Его диета была настолько богата сахаром, что его зубы в конце концов начали гнить, что сделало его дыхание неприятным. Однако его неприятный запах изо рта соответствовал демонической личности. Его привычное курение марихуаны привело к нескольким арестам за хранение, а также к обвинению в краже. В Калифорнии он был дважды арестован за угон автомобилей. В Пасадене в 1981 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Годы спустя его отец будет утверждать, что Ричард был хорошим мальчиком. Употребление им марихуаны вывело его из-под контроля. Но было бы трудно точно определить, какие именно факторы повлияли на становление дьявола под личиной Ричарда Рамиреса. Он часто рисовал пятиконечную пентаграмму, символ дьявола на своем теле, и на суде он кричал «Слава сатане!». Он был большим поклонником рок-групп, которые пели о сатанизме, особенно австралийской хэви-метал группы AC/DC, чей альбом Highway to Hell был самым любимым у Рамиреса. Однако трудно поверить, что рок и наркотики сами по себе могут превратить заблудшего юношу в одного из самых гнусных серийных насильников и убийц в современной истории. Поворотным моментом в жизни Рамиреса могла стать та ночь, когда он стал свидетелем того, как его двоюродный брат Майк убил свою жену. Майк воевал в отряде зеленых беретов во Вьетнаме, но война изменила его.
Вернувшись домой, он хвастался пытками и истязаниями врагов и привез полароидные снимки, чтобы доказать это. Он и его 13-летний двоюродный брат Ричард тусовались весь день и сильно накурились, когда жена Майка начала придираться к нему, чтобы он наладил свою жизнь и нашел работу. Чтобы заткнуть ей рот, Майк вытащил пистолет и выстрелил ей в лицо. Женщина скончалась на месте. Рамирес был забрызган женской кровью. Адвокат Майка указал на невероятный стресс, вызванный его ужасным военным опытом, как на смягчающий фактор. В конечном итоге он был признан виновным. Но судья был снисходителен во время вынесения приговора. Майк оказал большое влияние на Ричарда, который был очарован ужасными фотографиями жертв войны Майка. Это было после убийства жены, когда Ричард, младший ребенок-эпилептик в семье из 3 мальчиков и 2 девочек, начал прогуливать школу и курить марихуану в таких количествах, в которых только был способен. Вскоре он начал воровать, чтобы поддержать свое употребление наркотиков. У полиции нет доказательств того, что Ричард Рамирес убил кого-то до того, как он добрался до Лос-Анджелеса, и мало что известно о его деятельности в первые несколько лет, когда он там жил. Несомненно, в этот период его преступления обострялись. От простого воровства он перешел к кражам со взломом и проникновению в чужие жилища, и в конце концов преуспел в этом деле. Поначалу он крал все ценные вещи, которые ему удавалось найти, а затем быстро покидал место преступления. Но по мере того, как он становился все более опытным, он также становился смелее, все дольше и дольше оставаясь в ограбленных им домах. Он оставался, чтобы наблюдать за жителями, спящими в своих кроватях. Он брал сувениры, особенно предметы, принадлежавшие женщинам. Как и его двоюродный брат Майк, он делал фотографии, которыми мог бы насладиться позже. Но в конце концов, он почувствовал себя обязанным сделать большее. Ужасные сцены, которые проносились в его голове как фильм ужасов в непрерывном цикле, больше не удовлетворяли его. Они должны были выйти из его разума и стать реальностью. Когда Ричард Рамирес наконец перешел эту черту и начал разыгрывать свои фантазии, на свет появился ночной охотник. Было ли это сознательным решением или неизбежной эволюцией? Рамирес начал погружаться в свои развратные фантазии и активно участвовать в их воспроизведении для собственного удовольствия. Его первой известной жертвой стала 79-летняя жительница Глассель-парка по имени Дженни Винкоу. 28 июня 1984 года она легла спать с открытым окном, потому что в тот вечер стояла сильная жара. Рамирес просто снял антимоскитную сетку и забрался внутрь. Сын Винкоу, который проживал на 2-м этаже, обнаружил лежавшее на кровати на 1-м этаже тело матери. Ей неоднократно наносили удары ножом, а также перерезали горло так жестоко, что чуть не отрубили голову. Злоумышленник также обыскал ее квартиру и забрал себе ее драгоценности. На подоконнике были обнаружены отпечатки пальцев, а вскрытие выявило признаки сексуального насилия. Через 8 месяцев ночной охотник нанес очередной удар. Несомненно, Ричард Рамирес, как и большинство подающих надежду серийных убийц, питался воспоминаниями о своей первой жертве, вновь и вновь переживая в своей памяти опыт изнасилования и убийства. Если бы он взял то, что криминальные профилировщики называют сувениром, расческу для волос, кусок нижнего белья, очки, любой предмет, тесно связанный с жертвой, он мог бы использовать это, чтобы пробудить в себе воспоминания и помочь ему развить свою фантазию. Но в конце концов, мысленное воспроизведение этого первоначального преступления уже не будет таким удовлетворительным, как раньше. Убийце понадобится новый опыт, чтобы восполнить фантазию. Возможно, какое-то время он пытался контролировать себя, но давление внутри него было слишком сильным. В конце концов, он поддастся своему принуждению и снова совершит преступление. 17 марта 1985 года в 23:30 20-летняя Анджела Барриос как раз возвращалась домой после долгого рабочего дня. Она снимала квартиру вместе с соседкой в Роузмиде, городе к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Анджела заехала на подъездную дорожку и открыла ворота гаража с помощью пульта дистанционного управления. Она устала и еще не ужинала. Все, чего она хотела, это зайти домой и расслабиться. Но когда она вышла из машины, она услышала что-то позади себя. Внезапно к ней подбежала темная фигура. Он был высоким и полностью одетым во все черное. Темно-синяя бейсболка была надвинута низко на лоб. Он держал пистолет. Он направил пистолет ей в лицо, держа его в нескольких дюймах от ее носа. Она умоляла его не убивать ее.
Она старалась не смотреть ему в лицо, надеясь, что он пощадит ее, но не могла перебороть себя и посмотрела. Его глаза были холодными и жестокими. Она продолжала умолять о пощаде, но он проигнорировал ее мольбы. Наоборот, они еще больше разозлили его, и он нажал на курок. Звук выстрела был похож на взрыв в закрытом гараже. Анджела рухнула на бетонный пол. Она была жива, но слишком боялась пошевелиться. Стрелок перешагнул через нее и подошел к двери, ведущей в ее квартиру, оттолкнув ее тело ногой, чтобы открыть дверь. Анджела лежала совершенно неподвижно, притворяясь мертвой. Через некоторое время, она точно не знала через сколько, девушка поняла, что ее рука кровоточила. Ее ключи все еще были сжаты в этой руке. Она инстинктивно попыталась закрыться руками, когда мужчина выстрелил в нее. И пуля чудесным образом попала в ключ и срикошетила. Анджела собралась с духом и встала на ноги, но как раз в это время мужчина в черном выходил через парадную дверь ее квартиры. Она попыталась убежать от него, но ноги ее тряслись. Она побрела обратно к своей машине в гараж, убежденная, что он собирается ее прикончить. Вместо того, чтобы преследовать ее, мужчина сунул пистолет за пояс и убежал. Анджела Барриос была спасена. Ее соседке по комнате, 34-летней Дейли Оказаки, повезло куда меньше. Анджела обнаружила ее лежащей лицом вниз на кухонном полу в луже собственной крови. Кровь была повсюду. На стенах, на мебели и бытовой технике. Анджела подбежала к ней, чтобы проверить, жива ли Дейла, но Оказаки выстрелила в упор прямо в лоб. Анджела схватила телефон и позвонила в 911. Позже, когда полиция обыскала место преступления, они нашли в гараже бейсболку убийцы. Что именно произошло внутри кондоминиума, неизвестно. Но по какой-то причине убийство Дейли Оказаки не было тем, на что очень надеялся Ричард Рамирес. Невероятно, но в ту же ночь он снова нанес удар в соседнем городе Монтерей-Парк. Полицейский был отправлен осмотреть пустой желтый «Шевроле», припаркованный с работающим двигателем. На коробке передач была включена задняя скорость, и автомобиль уперся в машину позади себя, поэтому не смог двигаться дальше. Когда полицейский вышел из своей патрульной машины, чтобы проверить, что находилось внутри «Шевроле», он обнаружил женщину без сознания, лежащую рядом на земле. Офицер подбежал к ней и немедленно проверил ее пульс. Он заметил, что ее чулки были разорваны, а на ноге был уродливый синяк. Она была еле жива. Он побежал к патрульному автомобилю и вызвал скорую помощь. Когда он вернулся к женщине, то обнаружил на тротуаре металлический медальон и оторванную часть 20-долларовой банкноты. Он попытался привести женщину в чувство, надеясь, что она сможет рассказать ему, что произошло. Но ее дыхание было затруднено. Он мог сказать, что она попала в беду и нуждалась в немедленной медицинской помощи. В тусклом свете он не заметил, что в нее несколько раз стреляли. Эта женщина, 30-летняя уроженка Тайваня по имени Цзя Лянь Юй, которую друзья знали как Викторию, скончалась до прибытия скорой помощи. Убийца был в бешенстве. Убийство Дейли Оказаки не удовлетворило его потребности, поэтому ему пришлось напасть на Цзя Лянь Юй. Но ее убийство также не удовлетворило ночного охотника, потому что 3 дня спустя в Игл-Роке, Калифорния, он убил 8-летнюю девочку. Неделю спустя, 27 марта 1984 года, ночной охотник вновь принялся за свое грязное дело. Утром, 27 марта 1984 года, Питер Зазара приехал в дом своих родителей в Уитере, штат Калифорния. Его 64-летний отец Винсент ушел из инвестиционного консультирования и теперь управлял собственной пиццерией. Его 44-летняя мать Максин была адвокатом. Питер несколько раз позвонил в звонок, но никто не отвечал, поэтому он вошел сам. То, что он обнаружил внутри, вызвало ужас. Тело его отца лежало на диване в кабинете. Ему прострелили левый висок. Смерть наступила мгновенно. Миссис Зазара была найдена лежащей в постели, лицом вверх и обнаженной. Ее глаза были выколоты, окровавленные глазницы пусты. Она получила многочисленные ножевые ранения в области лица, шеи, живота и паха. На левой груди виднелось Т-образное ножевое ранение. Позже вскрытие показало, что, как и ее муж, она сначала была ранена в голову и скончалась мгновенно. Ножевые ранения и увечья были нанесены посмертно. В доме царил беспорядок. Ценные вещи пропали. Благодаря этим убийствам Ричард Рамирес открыл метод, который достиг его целей и удовлетворил его фантазию, поскольку он повторял его много раз.
быстро разделаться с мужчиной, чтобы убрать его с дороги, а затем заняться истязанием женщины. Мужчина был просто помехой, а не частью фантазии. Женщина была настоящим объектом желания. 6 недель спустя Ричард Рамирес вернулся в Монтерей-парк и ворвался в дом Гарольда и Джин Ву, разбудив их от крепкого сна. Сначала Рамирес позаботился о мистере Ву, выстрелив в 60-летнего мужчину. Он жестоко избивал 63-летнюю миссис Ву кулаками, требуя, чтобы она сказала, где она хранит свои деньги. Она слишком переживала о своем муже, чтобы быть внятной, поэтому он сковал ей руки за спиной наручниками для больших пальцев, чтобы она не двигалась, пока обыскивал дом. После того, как он нашел, что хотел, он вернулся в спальню, стащил хрупкую женщину на край кровати и изнасиловал ее. Когда он закончил, то просто ушел. Однако Гарольд Ву не умер. Несмотря на ужасную рану головы, ему удалось доползти до кабинета, где он набрал 911. Он не смог сообщить диспетчеру, в чем проблема, но звонок был отслежен, и скорая помощь и патрульные машины были отправлены по адресу Ву. Гарольд Ву был доставлен в больницу, но скончался позже той же ночью. Джин Ву лечили от полученных травм. Она смогла дать полиции достаточно подробное описание нападавшего. 2 недели спустя, 30 мая 1984 года, 41-летняя Рут Уилсон проснулась среди ночи от фонарика, который светил ей в лицо. Рамирес бесшумно пробрался в ее дом в Бербанке и приставил пистолет к ее голове. Он приказал ей встать с кровати и пойти в комнату своего 12-летнего сына. Рамирес прыгнул на кровать мальчика и приставил пистолет к голове ребенка, предупредив Рут Уилсон, чтобы она не издавала ни звука. Он надел на мальчика наручники и запер его в шкафу. «Не смотри на меня. И если ты еще раз посмотришь на меня, я тебя пристрелю», – огрызнулся он на Рут. Предположив, что он грабитель, она предложила отдать ему самое ценное, что у нее есть – ожерелье из золота с бриллиантами. Она отвела его к комоду в своей спальне, где хранила ожерелье, надеясь, что оно его успокоит. Но это не сработало. Обыскав дом, он приказал ей повернуться и сложить руки вместе. Он связал ее руки за спиной парой колготок. Затем он толкнул ее на кровать, пока она умоляла его не делать этого. Рамирес сорвал с женщины розовую ночную рубашку и изнасиловал Рут. Когда он лежал на ней, его дыхание было таким горячим и зловонным, что она чуть не задохнулась. Рут Уилсон сказала Рамиресу, что он, должно быть, прожил очень несчастливую жизнь, раз так поступил с ней. Он ответил ей, что она выглядит неплохо для своего возраста, и сказал, что собирается оставить ее в живых, хотя он убил до нее многих других. Когда она пожаловалась, что колготки на ее запястьях перекрывают ей кровообращение, он ослабил узел и принес ей халат, прежде чем освободить ее сына из шкафа и сковать их обоих наручниками. Рамирес так и оставил мать с сыном. Позже мальчик смог добраться до телефона и позвонить в 911. Когда полиция попросила Рут описать нападавшего, она сказала им, что это высокий латиноамериканец с длинными темными волосами. Нападения продолжались, ввергнув город Лос-Анджелес в состояние паники. Один из полицейских назвал убийцу-насильника самозванцем из долины. Газеты окрестили его полуночным охотником, вызывая в воображении образы современного Дракулы или Джека-потрошителя. Но Рамирес только разогревался. Весной 1985 года он переживал период эскалации. К лету он перешел к активному этапу своей деятельности. 29 мая 83-летняя Мальвия Келлер и ее 80-летняя сестра-инвалид Бланш Вулф были найдены в доме Келлер в Монровии. Обе женщины были так жестоко избиты молотком, что когда полиция нашла его, рукоятка была расколота. У Бланш была колотая рана над одним ухом. На внутренней стороне бедра Мальвии губной помадой была нарисована перевернутая пентаграмма с острием вниз. Вторая пентаграмма была найдена на стене спальни над коматозным телом Бланш. Очевидно, Рамирес пытался изнасиловать Мальвию, старшую сестру. Эксперты полиции подсчитали, что с момента нападения до обнаружения сестер прошло примерно 2 дня. Врачам удалось реанимировать Бланш, но Мальвия вскоре скончалась от полученных травм. Через месяц, 27 июня, ночной охотник изнасиловал 6-летнюю девочку в Аркадии. Днем позже в доме 32-летней Петти Эйлин Хиггинс было найдено ее тело. Горло женщины было перерезано. 5 дней спустя, 2 июля, в собственном доме в Аркадии было найдено тело 75-летней Мэри Луизы Кеннон.
Как и Пэтти Хиггинс, ее избивали, а затем ей перерезали горло. Дом был разграблен. 5 июля Рамирес вернулся в Аркадию и жестоко избил 16-летнюю Дейдру Палмер монтировкой. Девушке удалось выжить. 2 днями позже, 7 июля, тело Джойс Люсиль Нельсон было найдено в собственном доме в Монтерей-парке. 60-летнюю женщину забили до смерти тупым предметом. Позже той же ночью в Монтерей-парке 63-летняя медсестра Линда Фортуна была разбужена около 3:30 утра высоким костлявым мужчиной в черном. Мужчина, который подходил под описание ночного охотника, направил на нее пистолет. Он приказал ей встать с постели и пойти в ванную, предупредив, чтобы она молчала. Искав дом, он вернулся к ней, заставив ее снова лечь на кровать. Он попытался изнасиловать женщину, но не смог поддерживать эрекцию. Он был расстроен и унижен, и она была уверена, что он убьет ее. Он яростно закричал на Линду, но затем собрал ценные вещи и ушел. Она была поражена, что он сохранил ей жизнь. Менее чем через 2 недели, 20 июля, ночной охотник выбрал новое место в районе Лос-Анджелеса – Глендейл. Мэксон Нилинг и его жена Лейла, обоим было по 66 лет, были найдены в своей постели. Оба были ранены в голову и ужасно порезаны ножом. Мэксон был зарезан так жестоко, что его голова практически была отделена от тела. Полицейским экспертам было трудно воссоздать нападение на основе имевшихся улик. Не исключено, что охотник быстро убил их обоих из своего пистолета, а затем искалечил посмертно. Но учитывая его развивающийся модус операнди, также возможно, что он оставил миссис Нилинг в живых, чтобы потешить свою извращенную фантазию. Но возможно, он также не смог сексуально проявить себя с миссис Нилинг, как и с Линдой Фортуной. И поэтому он превратил 20 июля в ночь двойного нападения. Второе нападение произошло в Сан-Велли. 32-летний Читет Ассавахим был застрелен во сне. Его 29-летнюю жену Сакиму изнасиловали, заставили заняться оральным сексом со злоумышленником, а затем безжалостно избили. Затем охотник изнасиловал 8-летнего сына пары. Рамирес связал миссис Ассавахим в ее спальне и ушел из дома, прихватив с собой $30 000 наличными и драгоценности. 6 августа Рамирес напал на другую пару – 38-летнего Кристофера и 27-летнюю Вирджинию Петерсон. Следуя своему образу действий, Рамирес ворвался в спальню Петерсонов в Нортридже и выстрелил им обоим в головы. Но они не умерли. Кристоферу Петерсону, крепко сложенному водителю грузовика, удалось подняться с кровати и прогнать злоумышленника. Это произошло несмотря на то, что пуля застряла в его мозгу. Петерсоны чудом выжили. Через 2 ночи после нападения на Петерсонов Рамирес снова совершил нападение, на этот раз в Даймонд-Бар, штат Калифорния. И на этот раз он добился своего. 35-летний Ахмед Зия был убит выстрелом в голову во сне. Убрав мужа с пути, Рамирес смог свободно разыграть свои фантазии с женой Ахмеда, 28-летней Суджи Зия. Ночной охотник изнасиловал ее, а затем заставил сделать ему минет. Эксперты, составлявшие профиль преступника, полагали, что именно так он будет атаковать снова и снова. Возможно, каждый раз добавляя что-то еще, какое-то новое извращение, поворот к старому пристрастию, и будет увеличивать свою жестокость по отношению к жертвам. Округ Лос-Анджелес был в ужасе. Преступления ночного охотника становились все более частыми. Периоды его бездействия сокращались, а его ярость нарастала. В том, что он ударит снова, сомнений не было. Вопрос стоял только в том, где и когда. Но, как оказалось, Рамирес решил отказаться от привычной ему территории. После нападения на семью Зия он направился на север. 18 августа 1985 года Питер и Барбара Пенны были найдены в пропитанной кровью постели в доме на озере Мерсет, в пригороде Сан-Франциско. Оба были ранены в голову. Питер Пенн, 66-летний бухгалтер, был объявлен мертвым на месте происшествия. 64-летняя Барбара Пенн выжила, но осталась инвалидом. На стене губной помадой были нацарапаны перевернутая пентаграмма и слова «Джек Нож» из песни «Потрошитель» хэви-метал группы Judas Priest. Местная полиция установила, что убийца проник через открытое окно. Опасаясь, что ночной охотник из Лос-Анджелеса переместился на их территорию, следователи по расследованию убийств отправили пулю, извлеченную из тела мистера Пенна, группе судебно-медицинских экспертов в Лос-Анджелесе.
Полиция Сан-Франциско провела поиск в их нераскрытых делах об убийствах и обнаружила 2 инцидента, которые соответствовали образу действий охотника. 20 февраля 1985 года сестры Мэри и Кристина Колдуэлл, 70 и 50 лет, были зарезаны в своей квартире в Телеграф-Хилл. И если это действительно была работа ночного охотника, то он совершил это преступление примерно за месяц до той ночи, когда он убил Дейлу Аказаки и Цзя Лянь Юй, а также ранил Анджелу Барриос. Полиция также обнаружила, что 2 июня, на следующий день после убийства пожилых сестер Бланш Вулф и Мальвии Келлер, 25-летний Теодор Уилдингс был убит выстрелом в голову, когда спал в своей квартире в районе Кау-Холлоу в Сан-Франциско. Затем убийца жестоко изнасиловал его девушку, 25-летнюю Нэнси Брайан. Мог ли ночной охотник действовать в Сан-Франциско, а также в Лос-Анджелесе в течение 1985 года? А полиция Сан-Франциско этого не осознавала. Паника распространилась по городу у залива. Чтобы подавить страхи, мэр Дайан Файнштейн публично рассказала об охоте на ночного охотника, но при этом разозлила детективов, выдав слишком много подробностей о его преступлениях, что помешало их расследованию. Они не хотели повторения ситуации, через которую только что прошел Лос-Анджелес. 15 безответных нападений, в том числе 14 убийств и 5 изнасилований были совершены сводящим с ума неуловимым преступником. Но полиция Сан-Франциско получила прорыв в деле, когда управляющий ночлежки в районе Тендерлойн заявил, что молодой человек, который подходит под описание охотника, время от времени останавливается в его заведении в течение последних 1,5 лет. Управляющий вспомнил, что у мужчины были гнилые зубы и плохо пахло изо рта. Полицейские проверили комнату, в которой он последний раз останавливался. На двери в ванной они обнаружили нарисованную пентаграмму. Мужчина выписался днем 17 августа. В ту ночь на Питера и Барбару Пенов было совершено нападение. Затем следователи обнаружили мужчину из района Эль-Сабранте, который сказал, что купил драгоценности, кольцо с бриллиантом и пару запонок у молодого человека, который подходил под описание охотника. Дальнейшее расследование показало, что эти предметы принадлежали Питеру Пену. 24 августа, когда полиция Сан-Франциско изо всех сил пыталась найти таинственного молодого человека с гнилыми зубами, ночной охотник нашел еще одну пару, которую он мог использовать, чтобы разыграть свою жестокую фантазию, несмотря на то, что эта пара находилась не в районе залива. Они спали в своей постели в Мишен-Вьехо, в 50 милях к югу от Лос-Анджелеса. Инженер-компьютерщик и его 29-летняя невеста только что заснули, как их внезапно разбудили громкие выстрелы в комнате. Она инстинктивно потянулась к своему жениху, но тот был серьезно ранен. Прежде чем она поняла, что происходит, злоумышленник схватил ее за волосы и потащил в другую спальню, где связал ей лодыжки и запястья галстуками. Затем мужчина спросил ее, знает ли она, кто он такой, признав, что это он тот самый убийца, действия которого получили широчайшее освещение в прессе и на телевидении. Рылся в доме в поисках ценностей, но не нашел ничего достаточно мелкого, чтобы это можно было унести с собой. Взбешенный тем, что у пары было так мало вещей, он вернулся к девушке и изнасиловал ее. И не раз, а дважды. Ужасная вонь из его рта заставила ее замолчать. Мужчина все еще злился, что ему нечего было украсть. Боясь того, что он может сделать дальше, девушка сказала ему заглянуть в ящик, где, как она знала, ее жених хранил деньги. Он приказал ей поклясться именем сатаны. От испуга девушка сделала то, что он хотел, и поклялась сатане, что говорит правду. Охотник нашел деньги и, пересчитывая их, издевался над девушкой, говоря ей, что она стоит этих денег и что эти деньги спасли ее. Она молилась, чтобы на этом все закончилось, чтобы теперь, когда у него есть наличные, он просто ушел. Но он еще не собирался уходить. Охотник потребовал, чтобы девушка поклялась в любви сатане. Запуганная до смерти, она пробормотала это признание в любви. Он приказал ей повторять это снова и снова. Затем он потащил ее за волосы и поставил на колени, а затем заставил заняться с ним оральным сексом. Когда он кончил, то отступил назад и уставился на нее. Будучи все еще связанной галстуками, девушка была уверена, что он собирается застрелить ее точно так же, как застрелил ее жениха. Но он этого не сделал. Вместо этого он рассмеялся, а затем внезапно ушел. Девушка быстро освободилась от оков и подбежала к окну, где заметила, что преступник садится в старый универсал Toyota оранжевого цвета.
Она немедленно позвонила в 911. Ранее той же ночью подросток, который возился со своим мотоциклом в гараже своих родителей, заметил оранжевую Тойоту, въезжавшую в район, и снова заметил ее, когда она уезжала. Это показалось ему подозрительным, поэтому он записал номер машины. На следующее утро он решил проявить активную гражданскую позицию и позвонил в полицию по поводу машины. По номерному знаку полиция смогла определить, что оранжевая Toyota 1976 года выпуска была украдена в китайском квартале Лос-Анджелеса, когда владелец обедал в ресторане. Машина была объявлена в розыск, и через 2 дня она была обнаружена в районе Рэмпорт в Лос-Анджелесе. Полиция держала автомобиль под наблюдением почти 24 часа в надежде, что ночной охотник вернется за ним. Но он этого не сделал. Группа судебно-медицинских экспертов осмотрела машину в поисках улик и нашла один хороший отпечаток пальца, который они отправили в Сакраменто и загрузили его в компьютер для анализа. Через несколько часов компьютер нашел совпадение. Отпечаток принадлежал Рикардо Ричарду Лейва Рамиресу. Дальнейший анализ показал, что этот отпечаток совпал с отпечатком, снятым с подоконника в доме Питера и Барбары Пеннов недалеко от Сан-Франциско. Наконец-то полиция узнала, кто их подозреваемый. Теперь им нужно было найти его прежде, чем он нанесет новый удар. Через 7 дней после нападения на инженера-компьютерщика и его невесту в Мишен-Вьехо, Рамирес искал еще одну машину, которую мог бы угнать. К несчастью для него, он выбрал не тот район для приобретения автомобиля. Квартал 3700 на Ист-Хаббард-стрит в Лос-Анджелесе находится преимущественно в латиноамериканском районе. Возможно, Рамирес подумал, что здесь он сможет слиться с толпой. Но он понятия не имел, как яростно местные жители будут защищать свое имущество. Первой ошибкой Рамиреса была попытка угнать дорогой красный мустанг Фаустину Пинона. Рамирес, одетый в черную футболку с изображением Джека Дэниелса, перепрыгивал через заборы между дворами в поисках машины, которую можно было бы легко угнать. Его выгнали с участка по соседству с домом Пинона, и он оказался во дворе Пинона. Рамирес, должно быть, решил, что ему повезло, потому что мустанг, припаркованный на подъездной дорожке, был не заперт, а ключи были в замке зажигания. Он забрался в машину и завел двигатель. Но он не заметил, что владелец машины лежал под машиной на спине, ремонтируя коробку передач. Как только 56-летний Пинон услышал, как заводится двигатель, он выкатился из-под машины. Разгневанный тем, что кто-то посмел прикоснуться к его дорогостоящему имуществу, Пинон протянул руку через окно и схватил Рамиреса за шею. Рамирес рявкнул, что у него с собой пистолет. Но Пинон ответил, что ему все равно и он никому не позволит притрагиваться к своей машине. Рамирес включил передачу и попытался уехать, но Пинон не отпускал его. Машина врезалась в забор, затем в гараж. Пинон открыл дверь, вытащил Рамиреса и швырнул его на землю. Рамирес вскочил на ноги и побежал через улицу как раз в тот момент, когда 28-летняя Анджелина де ла Торрес садилась в свой Форд Гранада. Он подбежал к ее машине и просунул голову в водительское окно. Он потребовал, чтобы девушка отдала ему ключи, угрожая по-испански убить ее, если она этого не сделает. Она кричала о помощи, и ее муж Мануэль прибежал со двора. Мануэль захватил с собой металлическую трубу от забора, когда выходил из ворот своего дома. Тем временем Хосе Бургоен, услышавший шум на подъездной дорожке Фаустину Пинона, вызвал полицию. Он выбежал на улицу, чтобы помочь Пинону, и когда услышал крик Анджелины, то позвал еще и своих сыновей – 21-летнего Хайме и 17-летнего Хулио. Когда братья подбежали на помощь миссис де ла Торрес, они увидели, как тощий незнакомец карабкается по переднему сиденью ее машины. Хайме узнал его по фотографиям, опубликованным в газетах и показанным по телевидению. Он прокричал, что этот убийца – тот самый ночной охотник. Мужчины бросились его ловить. Рамирес бежал, спасая свою жизнь, но Мануэль де ла Торрес догнал его и ударил по шее металлической 1,5-метровой трубой. Рамирес продолжал бежать, но де ла Торрес не отставал и несколько раз ударил его сзади. Хайме Бургоен догнал Рамиреса и ударил его кулаком. Рамирес споткнулся и упал, но быстро поднялся и продолжил бежать. А де ла Торрес и братья Бургоен следовали за ним по пятам. Затем неожиданно Рамирес остановился и повернулся к ним лицом. Его глаза сверкнули, когда он рассмеялся и показал им язык. Он играл роль сумасшедшего, но его преследователи растерялись лишь на мгновение. Они бросились на него, и погоня продолжилась.
Наконец, в квартале от того места, где все началось, Де ла Торрес резко размахнулся и снова ударил трубой Рамиреса по голове. Ночной охотник рухнул на землю. Хайме и Хосе Бургоен приблизились к нему, чтобы удержать его до прибытия полиции. Через день после того, как лицо Ричарда Рамиреса было показано общественности в СМИ, ночной охотник оказался под стражей и за решеткой. После ареста 26-летнему Рамиресу были предъявлены обвинения в 14 убийствах и 31 другом уголовном преступлении, связанном с убийствами, изнасилованиями и грабежами в 1985 году. 15-е убийство в Сан-Франциско также собирались повесить на него, с возможностью судебного разбирательства в округе Ориндж за изнасилование и покушение на убийство. Перед началом суда Ричарду Рамиресу были назначены 2 государственных защитника, но они ему не понравились. Еще один адвокат защиты пришел и тут же ушел, после чего семья Рамиреса наняла Даниэля и Артура Эрнандеса, однофамильцев, но не родственников. Они никогда раньше не участвовали в процессах, наказанием в которых была смертная казнь, но вместе работали над делами об убийствах. Их представительство не сильно помогло, особенно когда во время предъявления обвинения в октябре 1985 года Рамирес сверкнул нарисованной на ладони пентаграммой и закричал «Слава сатане!». Очевидно, такое поведение вызвало тревогу, потому что в другой раз, когда в зале суда внезапно погас свет, заместители маршала выхватили пистолеты и приказали всем лечь на пол. Затем они вытащили Рамиреса из зала суда. Эрнандесы начали свой длинный список досудебных ходатайств с подачи заявления об изменении места проведения, настаивая на том, что неблагоприятная огласка в округе Лос-Анджелес повлияла на все сообщество и, следовательно, присяжных. Они утверждали, что Рамирес не мог добиться справедливого суда, потому что у многих представителей среднего класса в этом районе в сознании запечатлелся образ ночного охотника, вырывающегося в их дома. Фактически, проведенный ими опрос показал, что 93% из 300 опрошенных слышали о Рамиресе, и большинство считало его виновным. 10 января 1987 года Лос-Анджелес Таймс сообщила о решении о смене места суда, вынесенном на 13-дневном слушании. Судья Дион Морроу сказал, что, учитывая значительное количество потенциальных присяжных в округе, он не считает аргумент адвокатов обвиняемого обоснованным. «Я думаю, что это крупнейшее сообщество», — заявил он, — «из всех судебных систем в стране». Когда Рамиреса вывели в цепях из зала суда, он ухмыльнулся своей растущей группе сторонников женщин. Некоторые верили в его невиновность. Другие просто находили его милашкой. На другом слушании судья Эльва Сопер удовлетворила приказ о подавлении для обеих сторон. Этот приказ предписывает запрет на передачу информации о деле любой третьей стороне. В мае дата судебного разбирательства была назначена на конец сентября. Это оказалось весьма оптимистичным. Это дело собиралось распространиться на другие штаты и даже Мексику, с поиском свидетелей и доказательств. Команда защиты также введет изматывающую серию отсрочек, от апелляций до допросов за городом. Рамирес действительно давал показания на предварительном следствии, одетый в серый костюм тройку и красный галстук. Он отрицал, что спонтанно сказал сержанту Эду Эскеде после ареста 31 августа: «Знаете, я сделал это. Вы меня поймали, я охотник». Его адвокаты заявили, что полицейский не записывал показания, и они хотели, чтобы их вычеркнули. Судья Верховного суда Майкл Тайнан, который должен был заседать в суде, отклонил это ходатайство. Сержант Джордж Томас позже свидетельствовал на суде, что он записал слова Рамиреса, и тот сказал: «Конечно, я сделал это, и что? Пристрелите меня, я заслуживаю смерти». Затем он напевал мелодию песни Night Prowler, ночной бродяга группы AC/DC. Рамирес сидел на протяжении большей части многочисленных слушаний по его делу, сгорбившись в кресле, барабаня пальцами по столу и качая головой, как будто слушая рок-музыку. Он будто бы не обращал внимания на серьезность обвинений. Когда в последние месяцы 1987 года адвокаты Эрнандеса настаивали на том, что им нужно больше времени для подготовки, дата суда была перенесена на февраль. Они думали о том, чтобы выиграть больше времени, проведя судебный процесс в округе Ориндж. В ноябре, чтобы избежать дополнительного судебного разбирательства, были сняты обвинения в одном убийстве и одном уголовном преступлении. Все, что являлось обвинениями в связи с этим убийством,
Это запоздалые показания свидетеля, который заметил Рамиреса в квартале от места преступления. Затем судья Тайнан также заявил, что не позволит Рамиресу покинуть округ. А это значит, что он не сможет предстать перед судом в округе Ориндж. Адвокаты защиты, ища другую уловку, приготовились просить о проведении по крайней мере 6 отдельных судебных процессов, чтобы избежать того, чтобы дела с небольшими убедительными доказательствами усилились благодаря ассоциации с теми, где доказательства были более чем серьезными. К январю 1988 года выяснилось, что судебный процесс по делу номер А-777-1272 будет отложен еще на 6 месяцев, поскольку апелляционный суд потребовал, чтобы группа обвинения предоставила адвокатам защиты записи обо всех похожих на преступление Рамиреса преступлениях за 6-месячный период в округе Лос-Анджелес. Это был шаг Эрнандесов, направленный на то, чтобы связать некоторые из тех, в которых обвинялся Рамирес, с другими делами, в которых были замешаны другие преступники. Прокурор Фил Халпин назвал эту задачу слишком обременительной для копов и попросил суд пересмотреть свое решение. Обе стороны передали эту информацию в Верховный суд штата, который не стал проводить слушаний. В марте власти Сан-Франциско предварительно связали Рамиреса с 4 убийствами, изнасилованием и 10 кражами со взломом, но поскольку у них не было вещественных доказательств в большинстве этих преступлений, они сузили свое внимание до одного убийства – Питера Пена, одного покушения на убийство, жена Пена Барбара, и ограбления со взломом, в результате которого были обнаружены улики, которые привели к раскрытию фамилии Рамиреса. Они ждали завершения судебного разбирательства в Лос-Анджелесе, чтобы определиться с датой. В июле 1988 года, спустя 3 года после ареста, Таймс сообщила, что Рамирес решил не подавать заявление о невиновности по причине невменяемости. Судья приказал начать отбор присяжных. Судья сообщил, что этот процесс может занять от 6 до 8 месяцев. Адвокаты Эрнандеса добивались дисквалификации Тайнана из-за предвзятого отношения к их клиенту. Им это не удалось, но они снова заявили, что им нужно больше времени для подготовки. Недовольный ходатайствами защиты, в основном о сокрытии улик, которых насчитывалось почти 100, прокурор округа Лос-Анджелес Фил Халпин завершил свое дело и предъявил обвинение, застав защиту врасплох. Он утверждал, что у него есть почти 1000 потенциальных свидетелей и сотни тысяч страниц заявлений, отчетов и фотографий. Признав, что это было одно из самых сложных уголовных дел, которые он видел, он запланировал 2 года судебного разбирательства. К тому времени дело стоило более $1 миллиона, а один свидетель уже умер. Защита попросила еще одно продление разбирательства, но суд пора было начинать. 21 июля 1988 года начался отбор присяжных. В то же время в округе Ориндж подбирали присяжных для суда над Рэнди Крафтом, обвиняемым в убийстве 16 молодых людей. Судья Тайнан решил, что им потребуется 12 присяжных и 12 заместителей, каждый из которых должен быть беспристрастным и также готовым и способным участвовать в деле не менее 2 лет, что являлось довольно продолжительным периодом даже для этого округа. Были наняты плотники, чтобы увеличить судейскую ложу. Тайнан прикинул, что чтобы получить то, что им нужно, им, возможно, придется опросить до 2000 человек. Алан Йохельсон присоединился к Халпину в составе группы обвинения, и на протяжении всего процесса Халпин и Даниэль Эрнандес обменялись таким количеством оскорблений, что судья велел им проявить свое мужество на ринге. Он назвал их обоих непрофессионалами. Судья также назначил общественного защитника Рэя Кларка для помощи Даниэлю Эрнандесу, поскольку Артуро Эрнандес очень часто не являлся на суд. Команда еще не раскрывала свою стратегию, и у них все еще находились многочисленные апелляции. В частности, одна просьба отменить решение, вынесенное Верховным судьей, который отказался отстранить судью Тайнана от дела. Рамирес, часто выбирая полностью черную одежду, начал носить солнцезащитные очки, что стало частью его загадочной личности. Хотя он все время оставался лохматым, укрепляя свою бунтарскую репутацию, он стал более активно участвовать в разбирательстве. 3 августа газета Лос-Анджелес Таймс сообщила, что сотрудники тюрьмы подслушали план Рамиреса застрелить прокурора из пистолета, который кто-то собирался подсунуть ему в зале суда. Перед залом суда установили металлодетектор и обыскали даже адвокатов. Рамирес казался удивленным, а пистолета так и не нашли. Наконец, через несколько месяцев собралось жюри из 12 человек с заместителями.
А затем один присяжный был уволен за расистские заявления касательно смертной казни. В январе 1989 года апелляционный суд штата признал адвоката Даниэля Эрнандеса неполноценным в представлении другого клиента в более раннем судебном процессе по делу об убийстве. Как сообщается, он не был удивлен таким решением. У него также был опыт поиска отсрочек по состоянию здоровья, вызванных стрессом. Никто не знал, почему семья наняла такого неопытного адвоката, а он продолжал искать отсрочки. К концу месяца 30 января судебный процесс начался с двухчасового вступительного заявления прокурора Халпина о 13 убийствах и 13 обвинениях в уголовных преступлениях. Он намеревался представить в качестве улик не менее 400 вещественных доказательств, включая отпечатки пальцев, результаты баллистической экспертизы и отпечатки обуви, один из которых был на лице одной из жертв. В тот же день «Таймс» сообщила, что в тюрьме в 1985 году Рамирес называл себя суперпреступником, утверждая, что любит убивать и убил 20 человек. «Я люблю всю эту кровь», – цитировал его заместитель шерифа. Халпин надеялся ввести эти заявления в качестве доказательств. Эрнандес отказался сделать вступительное заявление на данном этапе. Его стратегия оставалась завуалированной. Дальше дело действительно началось. В то время как некоторым свидетелям было трудно вспомнить через 4 года после преступлений, другие были совершенно уверены в том, что они опознали Ричарда Рамиреса. Некоторые из них пространно описывали свои страдания от рук Рамиреса. Иногда в то время, как он пролистывал альбом с кровавыми фотографиями с мест преступлений. Подсудимый, когда его попросили, отказался снять солнцезащитные очки. Прокурор Халпин использовал косвенные улики, чтобы связать Рамиреса с ботинками Авиа, оставившими отпечатки на месте преступления, с его появлением в непосредственной близости от места преступления, с его сменой образа действий и с владением вещами, изъятыми из жертв или их домов. Уликами также послужили его отпечатки пальцев. 14 апреля, после опроса 137 свидетелей и 521 вещественного доказательства, обвинение оставалось на своем. Но потом стало ясно, что стратегия защиты будет заключаться в том, что 8 свидетелей, некоторые из которых выжили, ошибочно опознали Рамиреса. Все это якобы совершил какой-то другой парень. Защите дали 2 недели на подготовку. Одним из препятствий, которое пришлось преодолеть команде защиты, были многочисленные пентаграммы, оставленные на местах преступлений, в машине с отпечатками пальцев Рамиреса, на бедре жертвы, на Рамиресе и в его камере. Это был способ связать преступления между собой. Тем более, что Рамирес был самопровозглашенным сатанистом. Он якобы заставил одну выжившую жертву поклясться в верности сатане, когда он напал на нее и застрелил ее мужа. Помимо отпечатков пальцев и отпечатков обуви Авиа, баллистические данные показали использование 4 разных пистолетов, один из которых был сопоставлен с человеком, который сказал, что получил его от Рамиреса. Фактически, защита началась через 3 недели, 9 мая, отчасти потому, что 2 мая одному из свидетелей обвинения было приказано дать повторные показания. Он признался, что утаивал информацию под присягой, поскольку он описал драгоценности и предметы потребления, связанные с жертвами, и полученные от Рамиреса. Сам Халпин раскрыл обман и сказал, что это не наносит ущерба делу. Эрнандес воздержался от вынесения приговора, но искал возможности обжалования. 4 мая «Таймс» опубликовала статью о душевном состоянии Рамиреса, в которой говорилось, что он мрачен и обезумел, и что не хочет защищаться. Адвокаты сказали судье, что это возможно, хотя и предупреждали его об обратном. Судья Тайнан предоставил перерыв, чтобы они могли продолжить разговор со своим клиентом. В конце концов, было решено продолжить суд и было привлечено 38 свидетелей. По сути, защита утверждала, что доказательства обвинения были неубедительными или ошибочными. И приняли к сведению тот факт, что на месте преступления осталось много неопознанных отпечатков пальцев, а также были обнаружены волосы и образцы крови, которые не принадлежали ни потерпевшим, ни Рамиресу. Неожиданно они заставили отца Рамиреса, Джулиана Рамиреса Тапию, выступить с трибуны и сказать, что Ричард находился в Эль-Пасо, штат Техас, в течение 8 дней, начиная примерно с 24 мая 1985 года. Адвокаты защиты также нашли показания о том, что сотрудники полиции тайно предупреждали свидетелей о состоянии Рамиреса после его ареста. 25 мая свидетель защиты Сандра Хочкес заявила, что была сообщницей Рамиреса в многочисленных дневных кражах со взломом в 1985 году
некоторые из которых произошли во время его предполагаемой серии убийств. И она сказала, что ни один из этих инцидентов не был связан с насилием. Добавила, что Рамирес был нервным и неопытным. Она порвала с ним, но в конце концов была арестована и осуждена за другие кражи. Свидетели обвинения опровергли показания отца Рамиреса, показав, что Рамирес на самом деле находился в Лос-Анджелесе, выполняя стоматологическую операцию в то время, когда, по словам его отца, он находился в Эль-Пасо. Сравнение зубов Рамиреса с диаграммами не оставляло сомнений, хотя Рамирес использовал псевдоним. Репортер газеты Дэвид Хэнкок также опроверг алиби, указав, что он брал интервью у Рамиреса Тапиа, отца обвиняемого, в августе 1985 года. Тогда этот человек утверждал, что не видел своего сына минимум 2 года. Даниэлю Эрнандесу разрешили прилететь в Техас, чтобы разыскать дополнительных свидетелей, которые могли видеть Рамиреса. Присяжным разрешили уйти в отпуск до 10 июля. Эрнандес нашел 2 свидетелей, но прокурор Халпин отметил, что если бы Рамирес передвигался на самолете, он все равно смог бы вернуться вовремя, чтобы совершить оба нападения. Одна выжившая идентифицировала обнаруженное украшение как свое. Это украшение было найдено в Эль-Пасо в доме сестры Рамиреса. Однако у родственников женщины, убитой в мае 1985 года, были фотографии бытовой техники из ее дома, которая принадлежала Рамиресу. В заключительных прениях, которые длились с 12 по 25 июля, каждая сторона подчеркивала слабые места в деле другой стороны и сильные стороны в своем собственном. Прокурор Халпин указал, что адвокат Эрнандес поднял вопросы, которые он никогда не обосновывал, бросая их присяжным как простое отвлечение. Когда прокурор закончил свою речь, Рамирес повернулся к залу суда и ухмыльнулся. Судье потребовалось 2 дня, чтобы проинструктировать присяжных, сообщив им, что пистолет отсутствует в описи улик, но у них есть его фотография. Спустя почти год, 26 июля, присяжные наконец приступили к обсуждению, которым необходимо было рассмотреть 8000 страниц судебных протоколов и 655 вещественных доказательств. В течение недели заменили одного присяжного, который постоянно засыпал. Затем, 14 августа, другая присяжная, Филлис Синглтери, не явилась в суд. Судья вызвал присяжных и сказал им, что они не смогут продолжать без нее, и суд был прерван на день. В дальнейшем газеты сообщили, что мисс Синглтери была застрелена в своей квартире, и эта новость прошла через присяжных и 8 оставшихся заместителей, как лесной пожар. Они не могли не задаться вопросом, было ли это делом рук Рамиреса, который смог добраться до женщины из своей тюремной камеры, и мог ли он сделать что-то подобное с другими присяжными. У него определенно было много одетых в черные поклонниц, которые каждый день приходили в суд, чтобы выразить свою поддержку ночному охотнику. Они напоминали культ Чарльза Мэнсона 1969 года. На следующий день судья Тайнан вызвал присяжных в суд и сказал им, что госпожа Синглтери была застрелена своим молодым человеком. Он заверил их, что инцидент не имеет отношения к делу. На ее место был выбран запасной, хотя женщина была настолько охвачена страхом, что не могла дойти до своего места. Тем не менее, ожидалось больше новостей. Молодой человек госпожи Синглтери использовал то же оружие, которым он убил ее, чтобы покончить жизнь самоубийством в отеле. Он оставил свое письменное признание. Они повздорили из-за дела Рамиреса, и он пришел в ярость из-за ее неодобрения адвокатов ночного охотника. Команда защиты изо всех сил пыталась добиться объявления неправильного судебного разбирательства, против чего выступал прокурор Халпин. «Дело не должно пойти насмарку», — настаивал он. В газетах возникли дебаты по этому поводу, и один психолог полагал, что стрельба бессознательно повлияет на присяжных и настроит их против подсудимого. Однако старшина присяжных заверил судью, что они могут продолжать. Когда Рамирес услышал это в суде, он закричал, что все это подстава. Он продолжал действовать в течение оставшейся части обсуждения, говоря, что суд был несправедливым, впоследствии ему было разрешено отказаться от своего права присутствовать на суде. Всякий раз, когда требовались краткие слушания, процесс перемещался в его камеру. 20 сентября, почти через 2 месяца после начала слушаний, жюри объявило о единогласном решении. Рамирес решил не присутствовать на чтении, как и его команда подруг. По каждому из 43 пунктов присяжные признали его виновным и подтвердили 19 особых обстоятельств, которые позволяли применить к нему смертную казнь. Выйдя из камеры, Рамирес показал фотографам знак дьявола, 2 пальца вместо рогов, и сделал единственный комментарий – зло.
Команда защиты попросила Рамиреса помочь им с этапом оспаривания, потому что без смягчающих обстоятельств его наверняка приговорили бы к смертной казни. «Смерть меня не пугает», — ответил он. «Я буду в аду. С сатаной». Он сказал своим адвокатам, что не будет просить помилования. Поэтому, ко всеобщему удивлению, они не представили свидетелей и не призвали его ходатайствовать о смягчении наказания. Прокурор Халпин позже сказал, что это решение застало его врасплох. Адвокат Кларк утверждал перед присяжными, что с Рамиресом явно что-то не так, и они должны проявить сострадание, сочувствие даже к дьяволу. Халпин проанализировал свои доводы, высказанные в ходе судебного разбирательства, и призвал их не скупиться. 3 октября 1989 года, после 4 дней обсуждения, присяжные заявили, что проголосовали за смертную казнь для Ричарда Рамиреса. Женщины-участницы плакали. Рамиреса, присутствовавшего при этом, вывели из зала суда с улыбкой. «Большое дело», — сказал он. Позже, когда его в кандалах вели обратно в окружную тюрьму, он добавил для репортеров: «Увидимся в Диснейленде». 9 ноября он был официально приговорен к смертной казни 19 раз. Рамирес все время болтал со своими адвокатами. Впоследствии он добавил к своему мрачному образу довольно непонятную речь перед судом. «Вы меня не понимаете. Я не ожидаю, что вы это сделаете. Вы не способны на это. А я выше всего этого. Я выше добра и зла. Легионы ночи, ночное размножение. Не повторяйте ошибок ночных бродяг и не проявляйте пощады. Я буду отмщен. Люцифер живет внутри каждого из нас». Он осудил представителей суда как лжецов, ненавистников и червей-паразитов. Он сказал, что его неправильно поняли. Когда его увели, чтобы в конечном итоге посадить к 262 заключенным, уже находившимся в камере смертников в Сан-Квентине, включая убийцу с автострады Рэнди Крафта, приговоренного за месяц до этого, он спросил: «А где женщины?» Затем он показал свой двупалый дьявольский символ автобусу с женщинами-заключенными, которые кричали «Убийца!». Это заставило его улыбнуться. Чтобы понять Ричарда Рамиреса и его страсть к дьяволу, нам нужно изучить не только его жизнь. Мы также должны смотреть на время. Рамирес совершил серию убийств в 1985 году, в разгар сатанинской паники, охватившей страну в течение десятилетия. Беспокойство по поводу сатанистов и злых заговоров достигло культурных масштабов, и рассказы людей, проходящих терапию о ритуальном насилии со стороны тайных сатанинских кругов, показали много общих элементов и никаких доказательств. У целых масс людей развелись схожие физические симптомы, которые были в основном эмоциональными по происхождению, а идея ритуального насилия активно продвигалась журналистами, терапевтами, врачами, фармацевтическими компаниями и всеми, кто мог иметь к ним какое-то отношение. Серийные убийцы тоже переняли сатанинские одежды. В течение этого десятилетия Роберт Берделло убил 6 мужчин в Миссури в сатанинских целях. Антоне Коста убил 4 женщин в Кейп-Коде во время ритуалов. Томас Крич признался в 47 сатанинских жертвоприношениях. А Ларри Эйлер похоронил 4 из 23 своих жертв под амбаром, отмеченным перевернутой пентаграммой. Медбрат Дональд Харви, подозреваемый в смерти 47 пациентов, признался в увлечении черной магией. А Леонард Лейк, объединившийся с Чарльзом Нг для серии пыток-убийств, был связан с шабашем ведьм. Один убийца нацеливался на бездомных, окружая своих жертв кругом из соли. Подросток, который хотел последовать за дьяволом, убил своих родителей в их постелях. А во всех этих делах, кстати, уже выпущено расследование на 2 канале. Также в 1980 году бывший соратник Джона Уэйна Гейси по имени Робин Гехт вдохновил группу из 3 других мужчин, известную как «Команда Потрошителя», на убийство примерно 18 женщин. Они убивали жертву, отрезали ей левую грудь тонкой проволокой, опустошали ее, чтобы использовать для сексуального удовлетворения, а затем разрезали ее на куски, чтобы съесть. Якобы они поклонялись сатане, а поедание плоти было формой общения с демонами. У ночного охотника были такие же дьявольские убеждения. Он подкрадывался ночью, одетый в черное, и тайно входил в дома. Иногда он удалял глаза своих жертв, словно для ритуала. Он забил 2 пожилых сестер и оставил на бедре погибшей сатанинские символы в виде пентаграммы. Он также рисовал губной помадой пентаграммы на стенах. Когда его арестовали, Рамирес, как сообщается, сказал, что он был приспешником сатаны, посланным для выполнения грязной работы. Было ли это признание своего рода подготовкой к защите, прикинувшись безумным,
Или он действительно в это верил? Если он поверил в это, разве это вдохновило его на еще большую жестокость? Это заставило его убить? Давайте рассмотрим некоторые значительные факторы его жизни, которые обычно связывают с развитием буйного темперамента. Он родился в Эль-Пасо, штат Техас, в 1960 году и был младшим из 5 детей. Он был спокойным сыном у трудолюбивых родителей. Однако отец Ричарда имел вспыльчивый характер и иногда бил детей. Модель жестокого обращения в виде родителя часто может быть плохим началом для ребенка, особенно для мальчика, наблюдающего за отцом. Добавьте к этому возможное насилие со стороны учителя-мужчины. И у Ричарда уже было 2 образа для подражания, которые продемонстрировали, как использовать других в своих целях. Ричард боялся своего отца и уходил из дому, чтобы потусоваться на ближайшем кладбище или даже ночевать. Он нашел покой среди мертвых. И, возможно, именно там у него впервые появилось влечение к сатанизму. Очень многие преступники превращались из жертвы в мучителя. И все же Рамирес сделал еще один шаг в этой трансформации. Ему недостаточно было просто пугать людей. Он хотел увечить их и наблюдать за их страхом и страданиями. Рамирес также страдал эпилептическими припадками, что, возможно, рассматривалось как слабость в культуре Южного Техаса, поскольку это вынудило его бросить футбол. И в школе он стал кем-то вроде одиночки. Он был худым и женоподобным, так что, возможно, его высмеивали. И все же у него были амбиции стать знаменитым. Он хотел, чтобы люди знали его. Он смотрел на старшего двоюродного брата по имени Майк, который стал для него вторым отцом. Майк любил доказывать, какой он крутой, особенно в боях. Проводя с ним день за днем, Ричард, впитывая жизненную философию Майка, получил новое мировоззрение. Майк пережил суровые условия Вьетнама, а когда вернулся еще более закаленным и покрытым татуировками, в глазах Ричарда он приобрел еще больший вес. Он сказал, что убийство заставляет его чувствовать себя богом, и нет ничего более могущественного. Майк хвастался, что изнасиловал и убил несколько женщин, и у него есть фотографии, подтверждающие это. Хотя сначала Ричард был шокирован, в конце концов он привык к таким зрелищам. Тем более, что было важно показать Майку, что он может с этим справиться. Майк проверял маленького Ричарда, еще даже не подростка, но Ричард выдержал испытание. Он справился и захотел большего. Ключевым моментом здесь является то, что Ричард столкнулся с жестокостями Майка в период своего взросления. Часто, когда что-то ассоциируется с физическим возбуждением и интригой во время раннего сексуального развития, также приобретает эротизированные формы. Сексуальные фантазии могут развиваться из связанных образов, и эти фантазии становятся повторяющимися и более подробными на протяжении всей жизни, и могут заложить основу для последующих действий. Ричард видел полароидные снимки Майка в сексуальной активности, в котором женщина была беспомощной жертвой, и Майка, убивающего этих женщин. Он видел, как его кумир мог делать эти вещи без колебаний, несомненно возбуждаясь от обнаженных женщин в сексуальных позах, и, вероятно, понял, что женщин можно легко использовать в качестве объектов для унижения. Все это было частью того, чтобы быть настоящим мужчиной. Но это также было запрещено, что придавало дополнительное очарование. Кроме того, Майк также научил Ричарда охотиться. Ночью они уходили в пустыню, чтобы наблюдать за животными и подкрадываться к ним. Затем Майк показывал Ричарду, как убить животное ножом или пистолетом, и вполне вероятно, что они выходили за рамки обычного убийства животного. Однажды Майк поссорился со своей женой, которая хотела, чтобы он устроился на работу, и решил прекратить ее домогательство. Он выхватил револьвер и выстрелил в нее. Затем он сказал Ричарду уйти. За это преступление Майк попал в психиатрическую больницу, где его признали временно невменяемым. Однако сразу после инцидента Ричард вошел в дом со своим отцом и почувствовал запах крови. Он чувствовал связь с мертвыми, как он признался позже, что граничило с мистикой. Некоторые психологи считают это убийство поворотным моментом для него, но более вероятно, что он уже привык к смерти, особенно к смерти женщин благодаря фотографиям, которые ему показывал Майк, и убивая животных с близкого расстояния. Этот инцидент, вероятно, не был для него таким уж травмирующим, как мог бы быть, учитывая то, чему он уже подвергся. Деформация уже отразилась на нем. В противном случае можно было бы ожидать, что он сбежал бы из квартиры и обратился в полицию, или впал бы в депрессию и после этого избегал своего двоюродного брата. На самом же деле он никому не сказал, что был свидетелем преступления. В конце концов, Ричард открыл для себя церковь сатаны,
И это, казалось, соединило все нити его темперамента воедино в правильном направлении. Его влекли темы господства, контроля и власти, как и идеи чего-то священного, если это было зло. Все это могло помочь ему стереть чувство слабости. Затем, когда ему было 18 лет, он переехал в Калифорнию. Делать ему там было особо нечего, поэтому он угонял машины, слушал музыку и искал любые возможности. Он без зазрения совести воровал и на эти деньги покупал наркотики. Он все еще искал что-то, что могло бы сделать его значительным. Люди действительно боялись его. Поэтому он культивировал атрибуты сатанизма, которые были популярны в 70-х и 80-х годах. Пентаграммы, черную одежду, демонические глаза, скрытность и склонность к ночи. Он взял пример из песни Night Prowler, отметив, что человек, заставляющий других бояться, был человеком, контролирующим ситуацию. Итак, он начал свою серию убийств, был пойман и предстал перед судом. Он определенно делал себе имя, но этого было недостаточно, чтобы стать еще одним серийным убийцей. Он понял, что может выделиться своим сатанинским воплощением, и разыграл эту карту для прессы. На предварительном слушании Рамирес продемонстрировал пентаграмму, которую он вытатуировал на ладони. Когда он был осужден и его адвокаты предупредили его, что он может получить смертный приговор, он ответил: «Тогда я буду в аду, с сатаной». Он увидел газетные статьи, в которых о нем говорили как о дьяволе, и понял, что теперь он знаменитость. Чем больше он сверкал пентаграммой или говорил о служении сатане, тем больше его цитировали в газетах. Он надел солнцезащитные очки, чтобы усилить свою загадочность. Очевидно, он воспринял идею о том, что он монстр. Даже во время суда, когда один из присяжных был убит, этот инцидент заставил других присяжных задуматься, не вызывал ли Рамирес демонов, чтобы напасть на этого человека. Они боялись, что он может покарать и их тоже. Он часто пытался запугать их своими взглядами. Он был приговорен к смертной казни и отправлен в камеру смертников в Сан-Квентине. Разговаривая с полицейскими, ему было весьма любопытно, будут ли о нем написаны книги, как о Тедди Банди и Джеке Потрошителе. Ему нравилась идея, что кто-то снял про него фильм. Судебный процесс по делу Ричарда Рамиреса стоил $1,8 миллиона, что на тот момент сделало его самым дорогим судебным процессом по делу об убийстве в истории Калифорнии, пока его не превзошло дело О. Джей Симпсона в 1994 году. В последние годы Рамирес стал более замкнутым. Он неоднократно выставлял себя в непристойном виде перед тюремным персоналом и посетителями тюрьмы. Занимался мастурбацией перед навещавшими его родственниками и родственниками других заключенных. После этого ему было запрещено прикасаться к кому бы то ни было, и все его последующие свидания проходили в комнате, разделенной перегородкой. После драки, учиненной им в 2000 году, ему было запрещено контактировать с другими смертниками. Начиная с 2007 года у него не было посетителей, а в последние годы жизни Рамирес отказывался от встречи с кем бы то ни было. Большую часть своего времени Рамирес проводил перед телевизором, находясь в своей камере. Несмотря на это, вплоть до своей смерти он оставался самым популярным заключенным, и волна интереса к нему не стихала. 7 августа 2006 года первый раунд апелляции Рамиреса в штате закончился безуспешно, когда Верховный суд Калифорнии оставил в силе его обвинительные приговоры и смертный приговор. 7 сентября 2006 года Верховный суд Калифорнии отклонил его просьбу о повторном слушании. У Рамиреса были дополнительные апелляции, ожидающие рассмотрения до момента его смерти. 7 июня 2013 года Рамирес, находясь в заключении, умер в госпитале от печёночной недостаточности в возрасте 53 лет.